Здравствуйте, друзья. Вот случилось у меня такое. Значит, заискрил электрорубанок, причем очень сильно. И пошла вонь. Снимаем колпак. Вот смотрите, вот здесь вот щетки. Я его включу и посмотрите, что творится там. И дымит сильно. Смотрите, что творится там. Там ужасно все. Давайте сейчас с помощью токовых клещей измерим, сколько у него мощность. То есть амперы посмотрим. Мы потом подсчитаем. То есть вот тут заявлено 750 ватт. Сейчас вот мы посмотрим. Ну пусть на холостом ходу, но мы посмотрим. Вот 750 ватт, сколько он выдаст. То есть там, скорее всего, наверное, какое-то замыкание. Вот ставим на 200 ампер. Сейчас он немножко поработает и начнем. И вот начинаем. Даже ампера нету. 0,9 ампер. Сейчас надо нам померить ток в сети. Что там он на вот 222 вольта. Теперь путем несложных математических вычислений включаем наш калькулятор. Значит 0,9 ампер. Вот они наши. Умножаем на напряжение в сети. Ну, в вольтах. Вот получается. Ну 200. 199,8. 200 ватт. Даже на холостом ходу без нагрузки. Это падение мощности. Прямое. То есть уже можно задаться вопросом. Нужно разбирать, смотреть. Снимаю ремень, значит. Начинаю с большого вала. Твердкой надо подковырнуть. Ну, как бы заламываем его. Ну, я так делаю. И прокручиваю. И он начинает сниматься с оси. Вот он пошел. Понемножку он снимется. Все, он снялся. Я его снял. Ну вот, теперь вот сейчас болты открутим и будем до статора с якорем добираться. Вот я, значит, открутил вот эти вот болты. И начинаем сейчас мы вот эту вот снимать часть. То есть якорь убирать с этого, с подшипников снимать. Щетки мы тоже освободили. Щетки обязательно в первую очередь надо освобождать, чтобы коллектор не повредить. И вот идет, видите, вот. Все, достали наш якорь, прокладочка. И начнем сейчас мы его прозванивать, смотреть. Ставим рисочку вот сюда. Вот с этой вот начнем. Большую поставил. Режим измерения сопротивлений. И начинаем попарно звонить. Якорь он весь черный. Да его даже и чистить можно не чистить. Так покажет нам, я думаю. И вот по 2 штуки пошли ламели. Вот смотрите показания мультиметра. 0,6. Дальше смотрим. Следующая пара. 0,6. Следующая. Уже 0,7. Это 0,6. Показания могут быть тут плюс-минус 5% зазор. 0,6. Пока все в порядке. Следующая. 0,6. Проворачиваем, чтобы не потерять. Следующая пара. 0,6. Следующая. 0,6. Так. Поворачиваем наш якорь. Следующую звоним. Вот 0,7. Следующая. 0,6. Все в порядке пока.
Вот уже. Ну, 0,6. Нет, нормально. Показания должны быть... О, вот оно, пошло дело. Все, то есть уже завышено. Вот он. Обрыв ламели. Вот, пожалуйста, видите? Вот она. 4,5 и 5. Все. Вот причина. Обрыв ламели. Дальше идем. 1. Нет, нормально. Следующую звоним. Норма. Проворачиваем. Следующее. То есть обрыв уже был. Ну вот, обрыв. 5 обрыв. Тут 0,9 тоже обрыв. Ну, то есть якорь уже под замену. 5,9. Вот. 1,2. То есть обрыв ламелей. Все, дальше уже можно. Да тут осталось уже сколько неисправностей. Ну вот якорь под замену. Вот причина якорь. Ну давайте еще и статор прозвоним. Пока выключим его. То есть якорь уже менять. Вот она, причина искрения, вся вот эта. Так, якорь в сторону убираем. Давайте до статора доберемся. Значит, так. У нас провода статора. То есть вот раскрутили. Так, щетка тоже не пройдет. Надо снимать нашу щеточку. Щетка разбирается просто. Вот достаем. Вот мы ее достаем. Все, убираем в сторону. И вот они, провода статора. Все. Сейчас переворачиваем на шурбанок. Вот статор крепится вот этими двумя шурупами. Вот смотрите, все, статор, значит, наш свободный. Провода, все, еще раз посмотрим, все свободно, все, можно снимать. Вот эти вот катушечки, надо сразу их, чтобы они не оборвались. Свои вот эти вот пазы. Ну, потом подтолкнем, ладно. Значит, смотрим. Вот видите, он не идет. Он зажат там. Что нам нужно сделать? А сделать нужно следующее. Нужно взять молоточек, деревянный, пластмассовый. Бить не отсюда вот, а вот отсюда. Вот смотрите. Легкими движениями начинаем бить по корпусу. С одной стороны, с другой. По вот этим вот, где крепятся шурупы по местам, лучше не надо. Вот по корпусу. Неудобно, но сейчас все равно. Он от вибрации начинает двигаться. В одно место, в другое. Вот видите, он идет. Я небольшими движениями такими. Ну вот он, видите, вот вышел. Сейчас мы его подцепим, да и вытащим. Все, вот он. Поставили, значит, мультиметр на режим сопротивления Ом. И давайте прозвоним катушки. Значит, берем первую катушку. Вот она у нас. И смотрим. 2,9. Так. Берем, значит, вот вторую катушку. Смотрим. 2,9 тоже. Так, сейчас прозвоним на корпус его. Берем, значит, любой провод. И касаемся. Если пробоя нет на корпус, он ничего не покажет, мультиметр. Делаем вывод, статор исправен, а якорь под замену. Вот из-за чего все искрение. Щетки также, вот они все хорошие. То есть я и про щетки-то не сказал, щетки хорошие. Вот тут немножко она подтерта, но она все равно нормально прилегает. Это тоже
В общем, вся причина в якоре. Якорь надо менять. Вот из-за этого было искрение. Спасибо за внимание. До свидания.